Ромовое шоколадное печенье, конечно, можно готовить без рома, если у вас дети, или использовать ароматизатор. Для начала сварим жидкий шоколад. Вкус будет именно горького шоколада. Потом, когда уже печенье будет готово, вы можете еще раз сварить шоколад и полить им уже готовое печенье. Для этого в сотейник с толстым дном, достаточно глубокий, насыпьте 100 грамм сахара, положите 100 грамм сметаны и насыпьте 50 грамм какао тертого. Все хорошенечко перемешайте и поставьте миску на средний огонь. Как только смесь закипит, дайте ей покипеть 30 секунд и можно снимать с огня. Готово. Смешайте муку, разрыхлитель и соль. Как только у нас шоколад остынет, мы добавим туда эту смесь сухую. Все хорошо перемешайте и можно просеять. У нас в рецепте идут яйца. Их можно взбивать, а можно не взбивать. Но я всегда взбиваю. Выпечка получается еще более пышной. Взбивать лучше с солью. Яйца не нужно взбивать до стойких пиков. Достаточно взбить до такой степени, чтобы масса абсолютно побелела и след от венчика не сразу расплывался. Но примерно это должно выглядеть вот так вот. Вот, видите? То есть капаешь белковой смесью, и след не сразу расплывается. Вот она даже держится на венчике. Но и не твердые, не жесткие пики. Теперь добавьте сваренный шоколад во взбитые яйца и хорошенечко перемешайте на не очень большой скорости венчиком до однородности. Не забудьте добавить пачку ванилина. Прям сюда, в тесто. При смешивании масса так и должна остаться довольно пышной. Не делайте очень большие обороты на миксере, чтобы не выбить пузырьки воздуха из яичной пены. Когда все хорошо перемешаете, добавьте еще какао уже в готовое тесто. И также на низких оборотах миксера все хорошенечко перемешайте до однородности. Все, вот так выглядит наша жидкая основа. В нее мы уже будем добавлять сухие ингредиенты. Через ситечко просейте муку с разрыхлителем и солью в шоколад. Ну и хорошенечко перемешайте до однородности. Муку добавляйте в несколько приемов, не сыпьте все сразу, иначе могут появиться комки. Все хорошенечко перемешивайте. Очень удобно это делать просто рукой, как будто вы замешиваете дрожжевое тесто. Так вы будете хорошо чувствовать консистенцию самого теста. Оно не должно быть густым, но не должно быть жидким. То есть добавляйте муки ровно столько, чтобы получилась такая слегка липкая, влажная консистенция. Мы ее поставим в холодильник обязательно где-то на полчасика, и она слегка затвердеет, поэтому муки много сыпать не нужно. Все, тесто наше готово. Перекладываем его в миску с крышкой и ставим в холодильник где-то на полчаса, чтобы оно загустело, чтобы из него можно было лепить шарики. Крышка должна быть плотная, чтобы у вас масса не заветрилась. Шоколад Ritter Sport с ромом и изюмом разделите на квадратики. Мы будем начинять ими наше печенье. Заранее подготовьте сахарную пудру для обваливания печенья. Теперь с помощью ложки формируйте шарики. Примерно вот как делаю я. Просто зацепляете ложкой тесто чуть-чуть на руку с сахарной пудры и формируйте шарик. Тесто довольно липкое, так что можно делать это даже просто с помощью 2 ложек. Вот я здесь руками делала, а можно ложкой снимать. И опять кладете сахарную пудру и обваливаете. Кстати, печенье не будет слишком сладким. Оно будет довольно-таки сбалансированного вкуса черного шоколада. Как только шарик готов, кладите его сразу на противень. На приличном расстоянии друг от друга, потому что печенье при выпечке расширяется, как раз образуются те самые трещинки. Вот как оно выглядит, уже готовое, перед выпечкой. А это оно выглядит уже полностью готовое после выпечки. Вот так выглядит наша начинка с ромом и изюмом. В тесто мы еще добавляли рома, пару столовых ложек. Но вы, как я говорила, можете этого не делать, если у вас дети. Достаточно положить начинку ромовую, Ritter Sport. Печенье очень ароматное, очень вкусное, и оно очень долго не черствеет. Прекрасно подходит и к кофе, и к чаю, и с молоком. И с собой взять вот так, как перекус. Оно не твердое, прекрасно ломается рукой. Структура очень интересная.